Спасибо. Уважаемый Александр, дорогой друг, мы рады вашему очередному визиту в Российскую Федерацию. У вас предельно насыщенная программа, но она отражает те направления сотрудничества, которые являются приоритетными для наших руководителей, для наших правительств и которые отражают интересы наших народов. Очень важно развивать сотрудничество во всех областях, тем более в ситуации, когда естественные отношения между государствами, которые хотят совместно работать, они подвергаются беспрецедентным нападкам тех, кто хотел бы всю мировую политику идеологизировать, подчинить ее так называемым правилам, которые сочиняют на коллективном Западе и которые нацелены на то, чтобы всеми силами сохранить гегемонию. Вы, когда выступали на днях в парке «Патриот» на церемонии открытия памятника сербам, вы сказали, что Россия и Сербия не позволят забыть историю, не будут поддерживать тех, кто стыдится своего наследия. Ни сербам, ни россиянам стыдиться нечего. Мы вместе воевали в годы Второй мировой войны и внесли вклад в победу над нацизмом. Алена, будешь переводить? Ну, это все понятно. Понятно, да? Вот. И, к сожалению, как тогда, почти 100 лет назад, Гитлер подчинил практически всю Европу, поставил ее под ружье и под лозунгом «сверхчеловека» решил захватить и Советский Союз. Ему это не удалось. Те элиты западноевропейские, которые сотрудничали с Гитлером, конечно, хотели бы забыть эту страницу, позорную страницу своей истории. Но сегодня мы наблюдаем, как вновь англосаксы практически всю Европу объединили в своей заявленной линии на то, чтобы нанести стратегическое поражение России на поле боя. В этих целях был создан откровенно нацистский, российский, украинский режим, руками которого эту задачу пытаются решить. То, что эти планы обречены на провал, я думаю, любому маломальски здравомыслящему человеку понятно. Но то, что вновь пытаются использовать нацистские лозунги, нацистскую практику для того, чтобы наносить стратегическое поражение своим конкурентам, это очень тревожно. Тревожит и то, что нацизм, который до недавнего времени пробивался в некоторых странах Евросоюза, в Прибалтике, в Польше, отчасти, теперь начинает расцветать и в Германии, где принимаются законы, которые, по сути дела, реабилитируют нацистских преступников. И все это мы ощущаем на себе. Вы также давали интервью РИА Новости, упомянули про такой метод, как цветные революции, которые использует Запад для подавления несогласных. И, в частности, привели пример октября 2020 года, когда, наверное, первая такая ярко выраженная попытка была предпринята в Сербии, когда, в общем-то, состоялась незаконная смена власти. Ну и затем цветные революции с разной степенью успеха Запад практиковал и в Грузии, на Украине. Сейчас что-то похожее происходит в Молдове, а совсем недавно была предпринята очередная попытка сделать то же самое в Сербии. И мы очень оценили твердость президента Вучича, твердость всей его команды в противодействии этим попыткам и в отстаивании тех принципов, которые, собственно, и вызывают раздражение на Западе и которые служат попыткам, служат целям всячески подорвать и линию президента Вучича на единство сербского народа. Всесербский собор показал, что это
полностью отвечает интересам сербов и в Сербии, и в Боснии и Герцеговине. Линию, которую президент Вучич отстаивает в отношении Косово, требуя строгого выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которую Запад игнорирует и пытается разрушить, потакая всячески приштинскому режиму и идя у него, по сути дела, на поводу, ценой забвения, умаления законных интересов сербов. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о том, как Запад пытается разрушить каноническое православие, русская православная церковь, сербская православная церковь вместе с другими братскими церквами активно отстаивают свои права, свои идеалы, которые едины для всех великих мировых религий и которые сейчас пытаются подменить так называемыми неолиберальными ценностями. И, конечно, обстановка в мире, которую сейчас я попытался с точки зрения России кратко охарактеризовать, она требует еще большего сплочения тех, кто отстаивает принципы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, а не выборочно только в тех частях этого документа, который сегодня нужен Западу для оправдания своей агрессивной политики. И для того, чтобы продвигать взаимовыгодное сотрудничество. У нас много планов в наших двусторонних отношениях. Им хотят помешать. Но я убежден, что регулярные контакты наших руководителей, регулярные контакты премьер-министров, заместителей премьер-министров, включая вас, конечно, дорогой Александр, отношения между Министерством иностранных дел, между парламентами, они создали и продолжают укреплять очень прочный фундамент, который отвечает интересам наших народов. Ну и, кстати, хочу напомнить, что главе парламента Брнабич и министру иностранных дел Джуричу были направлены приглашения посетить Россию. Будем рады их здесь принимать. Еще раз добро пожаловать.